Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила хрустящие горячие бутерброды на скорую руку. Рецепт, которым я сегодня с вами поделюсь, базовый. А меняя состав ингредиентов по принципу, что Бог послал на сегодняшний день, каждый раз можно получить новый вкус. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этого незамысловатого, но безумно вкусного завтрака вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления этого хрустящего завтрака вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, нарезаю хлеб. Конечно же, для горячих бутербродов можно применить нарезные батоны. Во-первых, они достаточно аккуратны. Во-вторых, так можно сэкономить время. Но мы любим горячие бутерброды из хлеба более грубого помола, чем нарезные батоны. Более того, я предварительно хлеб кладу в холодильник. Так он не крошится при резке. Нарезанные кусочки хлеба кладу в сковородку. Пока кусочки хлеба обжариваются с одной стороны, нарезаю колбасу. У меня сегодня любительская, ее можно заменить на любую другую колбасу, на буженину, ветчину, в общем, на любой мясной деликатес. Вслед за колбасой нарезаю квашеные огурцы. Их также можно заменить на что-то альтернативное, например, на квашеную капусту, на маринованные огурцы или грибы. В общем, на что-то сочное, пикантное и аппетитное. А чтобы горячие бутерброды получились более пикантными, применю в сегодняшних бутербродах 1 средний зубчик чеснока. Не бойтесь, чеснока здесь не слышно будет. Натертый чеснок отправляю в мисочку и туда же положу пару столовой ложки растительного масла. Также пропускаю через терку твердый сыр. В принципе, все ингредиенты уже готовы. И пока я нарезала, натирала продукты, кусочки хлеба успели обжариться с одной стороны. Друзья, мы очень любим, чтобы горячие бутерброды были хрустящими, вот прям как хрупкие сухарики, поэтому я их жарю с двух сторон. Правда, на небольшом огне, но даже этого достаточно, чтобы они получились зажаристыми, как сухарики. Но их можно обжарить только с одной стороны, тогда они получатся не такими хрустящими, как у меня. Тут, как говорится, дело выбора и вкуса. Еще такой момент. Прошу не судить меня строго. Дело в том, что мы очень любим горячие бутерброды, и я достаточно часто их готовлю. Поэтому я для этого выделила одну старую чугунную сковородку, в которой жарю пирожки, делаю горячие бутерброды. Она без каких-то антипригарных покрытий, что мне позволяет не беспокоиться о сковородке. В то же время я уверена, что моя старая сковородка меня не подведет. Ну что, слегка обмазываю кусочки хлеба чесночным растительным маслом, переворачиваю их на другую сторону. Верхнюю сторону ломтиков хлеба также обмазываю чесночным растительным маслом и даже кладу сверху на хлебушек тертый чеснок. При желании чеснока можно и не класть, но с чесноком, конечно, бутерброды получаются вкуснее. Тем более, что в поджаристых кусках хлеба не останется острого запаха чеснока, которого избегают многие из нас. Затем на хлебушек кладу дольки колбасы, сверху колбасы кладу квашеные огурцы. Я их нарезала кружочками, но их также можно нарезать большими пластами и не заморачиваться. Но не советую пропускать соленый огурец через терку, даже крупную. Огурцы пустят много соку, все потечет, в общем, это будет не то. Сверху огурцов на горячие бутерброды насыпаю твердый сыр. Закрываю сковородку специальной сеточкой и на тихом огне даю бутербродам обжариться еще чуть-чуть. А пока дожариваются горячие бутерброды, можно заварить чай, кофе, какао. Это уже на выбор. Думаю, тут вы и без меня разберетесь. И позвать всех к столу на завтрак. Хотя последний пункт за вас сделает волшебный аромат бутербродов. Сняв горячие бутерброды с огня, можно насыпать их свежей зеленью, что делает их еще более яркими.
яркими, ну и полезными, конечно. Ну что, друзья, вуаля! Всего 7-8 минут вашего времени и несколько самых подручных ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике, где маломальски любят готовить, и можно побаловать себя и своих близких таким вот сытным, вкусным, хрустящим завтраком. А если вы не любите сильно хрустящие горячие бутерброды, то, как я уже говорила, можете обжарить их с одной стороны, но не отказывайте себе в таких хрустяшках. Обязательно приготовьте такую простую и доступную вкуснятину для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Я всем желаю приятного аппетита и благодарю вас за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Друзья, а какие горячие бутерброды готовите вы? Пишите в комментариях. Я всегда открыта к общению. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкуснейшие и практичные рецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!